А давайте сегодня обсудим вопрос. Откуда мы берем энергию для жизни? Да, ту самую энергию, чтобы двигаться, чтобы все наши органы работали, чтобы наши мозги работали. Вы скажете, с пищи. Ну, вопрос, если честно, очень спорный. Очень спорный. Хотя это считается единственный вариант. Почему я говорю о спорности вопроса? Потому что сколько мы потребляем пищи, килокалорий в день? Ну, давайте спросите у женщин. 3000 килокалорий – это много? Да, очень много. Но если мы откроем любой учебник по химии с основами термодинамики, то мы увидим, что 3000 килокалорий этой энергии хватит только для однократного переноса через клеточную мембрану ионов водорода, содержащегося в одном стакане воды. И все. Больше не хватит ни на что. А у нас гораздо больше химических реакций проходит в организме. Так откуда они берут энергию? Мне скажут, из химических реакций организма. Ну давайте все-таки сходить из вопроса, что энергия не берется ниоткуда. И если она сейчас используется из реакции организма, значит, в организм-то она должна была поступить. Так когда и сколько ее поступает? Давайте обсудим этот вопрос. Есть такая структура в организме, называется рецептор. Очень интересная, мелкая структура. Но его физическая сущность – это генераторы, превращающие все, абсолютно все виды внешней энергии в электрический сигнал. По нашим нервам течет электрический ток. Мышцы не могут работать без электрического тока. Электрические сигналы помогают прохождению ионов в клетках. То есть электричество играет огромную роль в организме. Так вот, вырабатывать их могут только рецепторы. Один рецептор за раз может выработать 10 минус 9 ватта. Ну, цифра вроде о которой вообще говорить не стоит. Но если учесть, сколько у нас рецепторов вообще в организме и их производительность, то мы получим цифры до 20 мегаватт в час. Естественно, все это одновременно не срабатывает. Но, тем не менее, такой потенциал у нас есть. Для чего? Для чего нужно столько электроэнергии? Да потому что нервная ткань – это проводник электричества. А сколько у нас нервной ткани? Где-то во всех этих энциклопедиях, в Википедиях написано, там 70 километров нервов. Нервов, а не нервных волокон. Только в спинном мозге 4,5 миллиона нервных волокон. Спинной мозг сколько? Ну пусть 50 сантиметров. То есть 20 тысяч километров мы имеем только в спинном мозге волокон. 20 тысяч километров проводников. А кроме спинного мозга еще по всему организму идет. Вот куда уходит эта энергия. Так много ее или мало? Если мы будем считать с тех же самых калорий, 1 грамм сахара, глюкозы дает столько же калорий, сколько 1 грамм угля. Так вот, те самые мегаватты, о которых я говорил, это колоссальное количество угля. Даже если мы одновременно используем не более 1%, то по количеству калорий необходимых это будет 800 килограмм угля. Ну или глюкозы. То есть для того, чтобы мы работали, нам нужно 800 килограмм глюкозы в час. Представляете, о каких цифрах идет речь? И мы съедаем вот столечко. То есть пища не является ни в коем случае энергетическим материалом. Пища – это строительный материал для постоянной замены тканей наших клеток. И не более того. Так откуда мы берем энергию для жизни? Один из моих коллег сказал очень хорошую фразу. Еда, вода и впечатление. Это прекрасная фраза, и я ее с удовольствием цитирую. Так вот, впечатление является основным источником энергии для нашего организма. Подписывайтесь на канал, узнавайте новое. Делитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже узнают, что медицина – это не что-то застарелое, что она развивается
и будет развиваться и дальше. Желаю вам быть здоровыми и счастливыми.